Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю рассмотреть уникальные события, которые происходили на нашей планете Земля, потому что они, скорее всего, повторятся и повлияют на все человечество. Знаете ли вы, что каждый год 16 декабря католический священник вынимает пузырь с кровью святого Януаря, который, считается, жил в 3 веке, и ждет. Это густая кровь, если становится жидкой, то все будет хорошо до первого воскресенья мая. Если же кровь остается густой, то это предзнаменование плохих событий. То есть, когда кровь оставалась густой, произошли 22 эпидемии, 11 революций, 3 засухи, 14 смертей епископов в течение месяца, 9 смертей римских пап, 4 войны, 19 землетрясений и 3 религиозных гонения. Плюс кровь не стала жидкой еще в декабре 2019 года перед новой эпидемией. Поэтому это такое знаменательное событие, которое каждый год проверяет, будет ли год удачным. Но может оно просто реагирует на какие-то энергии природы, которые приводят к тому, что эта кровь либо остается густой, либо она становится жидкой. Поэтому таких событий множество на самом деле по миру происходит, которые непонятны науке сегодня, и предлагаю их рассмотреть. Потому что тот, кто не понял своего прошлого, вынужден переживать его снова. Ну и, конечно, не готов к этим проблемам, которые постоянно сталкивается Земля и ее население в прошлом, а значит и в будущем. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Если вы считаете, что мир нам давно известен и все давно открыто, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что недавно ученые открыли новое явление, которое сокращенно назвали СТИФ. То есть это явление фактически не видно человеческому глазу, его при помощи аппаратуры зафиксировали. То есть СТИФ — это горячий поток быстротекущего газа в верхних слоях атмосферы. Было обнаружено, что температура газового потока 3000 градусов. Что приводит к его появлению, неизвестно. Считается, что вот это атмосферное явление, оно может быть фиолетовым, иногда сопровождается зелеными всполохами в виде частокола. Имеет ширину 25-30 километров и длину от 100 до 1000 километров. Простирается с востока на запад. Длится от часа и больше носит сезонный характер, пропадая с октября по февраль. То есть это явление пока зафиксировано только в северном полушарии на широте Калгари. То есть на широте Канады. Вот вам одно из многих явлений, которые только зафиксировали при помощи современной аппаратуры, но совершенно не понимают причины его вызывающие. А ведь таких явлений множество. Например, постоянно кто-то выключает солнце. То есть вы знаете, что сейчас запущены аппараты СОХО, которые изучают солнце, их как минимум 2. И вот 16 февраля 2018 этот аппарат зафиксировал необычное явление. Солнце исчезло на мгновение, при этом все остальные звезды были на месте. Спустя мгновение звезда снова появилась. На Земле этого никто не заметил и не мог заметить, ведь солнечный свет идет до Земли около 8 минут. Интересно, что прямо перед исчезновением Солнца в объективе этих аппаратов был зафиксирован странный объект. То есть это гигантский НЛО у Солнца, который время от времени
перекрывает его, и мы его не видим, и аппараты его не видят. Но это в космосе. А что же на Земле? На Земле 20 июля 2019 года во тьму погрузился Верхоянский район Якутии. Солнца не было 2,5 часа с 11:30 до 14:00. Когда светило вернулось, люди по всему району утверждали, что на земле и в воде толстым слоем лежит какая-то пыль. Погибло множество птиц. Что это было, непонятно. Ровно через год, 8 августа 2019 года, солнце в этом районе пропало еще раз. Все произошло так же, как и год назад. Как такое может быть? Оставьте свое мнение в комментариях. Но может это как раз и есть эти гигантские летающие аппараты, которые закрывают солнце, или даже летающие города. Потому что, повторяю, если посмотреть вот эти вот снимки, которые делают эти аппараты СОХО, то мы видим гигантские объекты. Вот, например, слева Терра — это Земля, а справа красной стрелочкой выделен гигантский аппарат, который в разы больше Земли. То же самое справа мы видим гигантский объект, который с огромной скоростью, быстрее, чем планета, движется прямо у поверхности Солнца. И как бы все нормально. То есть и перекрывает эти аппараты совершенно верно, и солнечные потоки на Землю могут перекрывать, и, соответственно, их не видят и космические аппараты. То есть гигантские НЛО у Солнца — это не просто как бы случай, это просто постоянная традиция уже. Ну, они могут быть и возле Земли, тем более перекрывать солнечные лучи на определенные области. Ну, это мое мнение, ваше оставьте в комментариях. Плюс таких чудес у нас в мире хватает. Например, известный Парижский сбой. В ночь с 29 на 30 декабря 1902 года в час 05 в Париже остановились практически все настенные маятниковые часы. То есть это событие описали в номере журнала «Вестник знания» в 1903 году. Что повлияло, тогда было непонятно. Потому что как такое может быть? То есть на какое-то время гравитацию просто отключили. Но в 1998 году французский журналист Жак Лемье провел расследование и установил, что есть внучка дежурного по маятнику Фуко, который дежурил в ту ночь. Она была еще жива, он пришел к ней и поговорил, что же произошло, что рассказывал ее дедушка о тех событиях. Оказалось, что в небе с 29 на 30 декабря 1902 года над Парижем был зафиксирован неизвестный объект в виде большого темно-багрового шара, который пересекал столицу Франции с юго-востока на северо-запад. Опять либо гигантское НЛО, либо летающий город с антигравитационным каким-то устройством, что повлияло на как раз то, что произошел этот сбой. Причем люди тогда чувствовали себя не очень хорошо в момент пролета этого объекта. И непонятно, как себя вел знаменитый маятник Фуко, который в Париже расположен и сегодня. Который как бы работает от движения Земли, но в тот день он тоже вел себя странно. Эти записи удалили, но ее дедушка подтверждал, что да. И знаменитый маятник Фуко вел себя совершенно нетипично. То есть, фактически, скорее всего, над городом прошло антигравитационное устройство гигантское, которое что и повлияло на гравитацию, ну и на остановку всех этих маятников. Плюс чудес на Земле хватает. Вот одно из сообщений, когда в феврале 1865 года считается единственный месяц, когда не было полнолуния. Я, конечно, дико извиняюсь, но полнолуние — это период обычно в несколько суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной. Что может произойти, чтобы вы 2-3 ночи не видели полной Луны? То есть это какие-то особенности движения системы Луна-Земля, либо опять эти гигантские аппараты, которые закрыли Луну на пару дней. Потом, когда все свои работы, скажем так, в кавычках, были выполнены на видимой поверхности Луны, нам ее открыли. Хотя, конечно, это может быть и комета, потому что вот я нашел подобное изображение одной из комет 1867 года. То есть, соответственно, и Луну могут закрыть, и комета, ее кометный хвост. То есть какие-то и астрономические события, не обязательно НЛО. Ну, а ваше мнение оставляйте в комментариях. Плюс с Луной связан еще один интересный эффект. Луна наша, оказывается, обладает хвостом, который время от времени накрывает нашу Землю.
То есть считается, что в этом хвосте огромное количество атомов натрия, которые оказались в пространстве космическом в результате астероидной бомбардировки Луны. И вот этот раз в месяц этот шарфик опоясывает Землю. То есть обратите внимание на снимок слева. Когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, вот Земля получает этот шарфик. То есть определенный натриевый хвост. Если посмотреть, когда этого нет, вот Луна слева, вот справа Земля, видите, никакого хвоста нет. То есть Земля получает тоже удар магнитосферы именно вот этим натриевым хвостом, что опять же влияет на магнитосферу, на извержение вулканов, землетрясения. И это тоже надо учитывать. То есть отсутствие учета космической погоды для Земли — это огромная ошибка современного человечества, потому что на погоду на Земле, на извержение вулканов, на какие-то ураганы влияет космос. Одно из этих явлений как раз лунный хвост. Вот и весь секрет. Ну, не только Луна, но и Солнце влияет на нас, потому что геомагнитная буря 1859 года мощнейшая за всю историю наблюдений. Причины, по которым они произошли, непонятны и сегодня. То есть это называется солнечный супершторм. С 28 августа по 2 сентября на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки. То есть это было зафиксировано 1 сентября. Шторм этот достиг Земли через 18 часов. И 1-2 сентября началась настолько мощнейшая геомагнитная буря, которая вызывала отказ телеграфных систем по всей Европе, Северной Америке. Северное сияние было видно даже над Карибами. Над скалистыми горами было настолько яркое свечение, что золотоискатели подумали, что наступило утро и пошли готовить себе завтрак. Причины произошедшего непонятны, но если бы подобное чудо произошло в наше время, то мы, скорее всего, лишились огромного количества электрических систем, компьютеров, спутников и много чего. А ведь это событие, по идее, повторяется раз в 500 лет. Но что на него влияет, что его вызывает, совершенно непонятно. Может, как раз тоже встреча с определенной периодической кометой. Потому что есть и кометы, а есть и подобные чудеса, когда те же аппараты заправляются на Солнце, они огромный размер имеют, размеры больше нашей планеты Земля. Соответственно, это тоже как-то влияет на поверхность Солнца, на появление его огромного количества пятен и различные суперштормы, выбросы вещества, в том числе и в сторону Земли. А для Земли это тоже смертельно опасно. Поэтому это надо понимать, это различные снимки со спутников. Опять же, мы видим гигантские объекты, которые занимаются чем-то у Солнца. Скорее всего, заправляются как раз солнечными газами. Потому что и водород, и гелий — это супер топливо. Тем более для таких гигантских объектов. Плюс эти магнитные бури создали вокруг Земли на время еще один радиационный пояс. То есть считается, что у нас 2 радиационных пояса, которые Землю защищают. Но в недавнем прошлом магнитная буря была настолько мощной, что на время образовался и 3-й пояс. Вот такие вот чудеса. И опять же, эти пояса влияют на работу и техники, и спутников на Земле. Ну и, соответственно, приводят к изменениям погоды. Это тоже надо понимать и знать, и учитывать при разработке техники, организации систем передачи данных электричества на Земле. Чудес подобных хватало и в прошлом, потому что если мы вот опускаемся по шкале времени вниз, то мы знаем, что 12 ноября 1833 года наблюдался сильнейший метеоритный дождь, получивший название Великий метеоритный шторм. Он был замечен по всей Северной Америке, Европе, Азии, и был настолько интенсивным, что в некоторых местах наблюдалось до 100 тысяч метеоритов за одну ночь. Многие думали, что наступил конец света. Это метеоритный поток Леониды, который возникает из-за кометы, которая возвращается к нам каждые 33 года. Ну вот возникает вопрос, она каждые 33 года к нам приходит. Есть подобный поток. Но почему в тот год он был особой мощности? И, соответственно, это доказывает нам то, что кометное вещество на Землю выпадает. И могут создавать эти вещества очень большое количество проблем. Не просто такое фаер-шоу, но, соответственно, эти
кометные осколочки, если они будут чуть больше, они будут долетать до Земли и фактически производить бомбардировку поверхности Земли. Представьте, это чудо в 1833 году, сейчас бы оно тоже нарушило работу многих спутников, если просто их не уничтожило. То есть этот поток известен как минимум 3800 лет. Он был назван именно в честь созвездия Льва и проходит нашу Землю в середине ноября. Но возникает вопрос как раз, что это кометное вещество может очень сильно навредить нашей Земле. То есть это маленькая периодичная комета. А представьте, если комета, мягко говоря, больше. И, соответственно, эти кометные остатки не сгорают в атмосфере, а выпадают на Землю. Что это будет? Ну, это будет выглядеть как раз страшный суд. И это всего лишь одна комета, маленькая, известная, которая ударивает по Земле каждые 33 года. Она ли стала причиной великого урагана, который был зафиксирован в 1780 году или нет, вопрос открыт. Но это самый смертоносный ураган за всю историю наблюдения. Я же говорю, почему? До этого было неизвестно о таком. После этого мы такого не слышали. Непонятно. Но ураган, который бушевал с 10 по 16 октября 1780 года, стал причиной гибели как минимум 22 тысяч человек, а может и больше, на Малых Антильских островах Карибского моря. Точные данные неизвестны, так как базу урагана начали вести только с 1851 года. Но почему он назван Великий ураган? Потому что, например, он убивал все живое в течение недель, прежде чем стихнуть. Те, кто пережил кошмар, вспоминали о двух вещах. Из-за ветра не было слышно собственного голоса. И голоса тех, кто рядом. Ветер с дождем начисто снимали кору с деревьев. Это было массово зафиксировано в разных местах. Так какой эффект возможен, если скорость ветра достигает 320-350 км в час? То есть Сан-Калисто дул со скоростью гоночного болида Формулы-1. А все эти острова буквально заливала волна высотой выше 7 метров. Вот вам и образование этого бескультурного слоя, вот вам и снесенные дома смытые, когда верхние этажи смыло, там фундаменты остались, на которых потом, наверное, и стали новые строения строить. Вот вам и потоп. Ну, причина, ведь если он произошел тогда, нет никакой гарантии, что не произойдет такое чудо и в наше время, или в будущем. Это надо понимать. Ну, скорее всего, это были опять же те же кометы. Но в чем проблема? Да, нам известна комета убийца цивилизации. У нее период обращения примерно 575 лет. Мы с ней точно встретимся в 2254 году. До этого с ней встречались в 1680, 1106, 532 и 44 году до нашей эры. Ну и наблюдая вглубь эту комету Ньютона в современности названной, мы видим постоянные потопы, катастрофы, засыпанные этажи зданий. А проблема в том, что у этой кометы множество осколков. То есть кроме основной кометы существует огромное количество осколков. В современном мире это околосолнечные кометы Крейца. То есть семейство этих комет, их много. Названы не в честь астронома, который их открыл. Считается, что все они являются частями одной большей кометы, которая разрушилась несколько столетий назад. Ну, я их расстрою. Эта комета, к сожалению, существует. Проблема в том, что у нее много осколков, в том числе и больших. Вот они и разрушаются, и начинается на Земле огромное количество проблем. Поэтому это надо знать и понимать, учитывать, следить, готовиться. Например, потому что происходят подобные события. Упоминается событие, которое произошло в 1465 году. Прямо в день свадьбы короля Неаполя Альфонса II. И именно тогда, в октябре, жители заметили, что как солнце приобрело странный темно-голубой оттенок, после чего наступила темнота, как ночью. После этого еще многие месяцы в Европе шли дожди, которые затопили многие подвалы и деревни. На протяжении нескольких лет рыба в прудах замерзала, не росли деревья и трава. Как раз в этот год наблюдалось прохождение кометы Галлея. Но
Ведь комета Галлея, она тоже периодическая, считается типа безопасной. А смотрите, какие чудеса-то она принесла на Землю. Как бы принесла усиление малого ледникового периода. Что на это повлияло? Как бы соединение с другой кометой, осколки или еще что-то. Но факт в том, что проблемы, которые описаны в этот год, полностью совпадают с прохождением этой кометы. То есть они не характерные, но происходят. Поэтому в 1469 году считается, что Европу поразил мини-ледниковый период. Флора практически исчезла. Появляются сообщения о вымерзании рыбы в водоемах. Соответственно, то, что произошло 4 года тому назад на свадьбе короля Альфонса II, это потемневшее солнце, может, к этому и привело. То есть погода в Европе стала ухудшаться. Германия была затоплена до такой степени, что гробы были обнажены на кладбищах. Это привело к самому холодному десятилетию на многие века вперед. То есть, скорее всего, причина даже не одна комета, а как бы соединение разных комет, что приводит к их усиленному эффекту. Просто те кометы либо мы не знаем, либо они разрушились и упали на Землю. И произвели эффект, может, и не глобальный, а локальный, но тоже он малоприятный для многих. Об этом надо знать, учитывать и применять. Опять же, если наблюдая за кометами, ближайшее, что я нашел, 1456 год. В июне месяце появилась комета. И через год в Германии была замечена еще более крупная, которая выглядела ужасно, как написано здесь. То есть 1456 год нижняя комета, 1457 год верхняя комета. И, скажем так, комет там было множество и принесли они огромное количество проблем. И эпидемии, и войны, и землетрясения, извержения вулканов, и изменения погоды. И это надо учитывать в наше время, потому что они все периодически, они снова к нам вернутся. Вот, например, одно из сообщений про такие чудеса. 73 год до нашей эры. Люди собрались вместе, чтобы пить. Но когда они разрезали хлеб, из него выходила кровь, как будто из раны. Был также ужасный град. Камни, внимание, падали с неба в течение 7 дней подряд. И в нем тоже было много острых камней, так что земля была уничтожена ими. Представьте на секундочку камни с неба, которые падают 7 дней. Ну это еще, скажем так, по-божески. А если 40 дней или еще больше? Откуда подобные явления? Ну не иначе, как комета разрушается в верхних слоях атмосферы и производит такие чудеса. Напомню, что комета-убийца цивилизации будет в 44 году до нашей эры. Это 73-й. То есть это перед ней идут, получается, еще мелкие осколки. Ну, мелкие в кавычках. И они создают огромное количество проблем. Поэтому задача современной цивилизации, если она интересует ее выживание, это как раз подружиться с головой, отбросить все остальные проблемы и начать заниматься самосохранением. То есть изучением, готовиться к подобным встречам, подобным колоссальным изменениям погоды, необычным погодным явлениям, которые в разных источниках названы как страшный суд. И так как мы уже встретили 3 коня апокалипсиса, то, скорее всего, этот страшный суд запланирован на как раз 30-32 годы. То есть это какой-то осколок кометы, который тоже принесет нам массу неприятных ощущений. Об этом я говорил в других видео, переходите, посмотрите. Ну и помните, мы собираем эту информацию, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, плюс интернет вам в помощь. Ну и просьба не превращаться в 4-ю обезьяну нашего времени, которая откнулась в гаджет, не видит ничего, не слышит, не говорит. А подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, поделиться видео в социальных сетях. Это поможет тому, чтобы здравомыслия стало больше, ну и человечество получило больше шансов на выживание. Больше интересных материалов в конечных заставках к видео. Смотрите, на канале тоже масса интересной информации. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.